Добрый день. Сегодня вторник, 21 ноября. Сегодня у нас по календарю инфляция в Канаде днем 13:30 по Гринвичу, плюс 2 часа, это 15:30 по времени терминала. И протокол заседания комитета по открытым рынкам. Минутки ФОМС. Процентную ставку в этот раз не объявляют, но все равно там в этих протоколах идет информация и о процентной ставке, в том числе об отношении к инфляции, о планах на ближайшее будущее, о планах ФРС. Что-то это может изменить тренды, могут участники рынка услышать в протоколах о дальнейших планах по ставке. Это будет 19 по Гринвичу, значит 21 по времени терминала. И мы можем провести вечерний вебинар, дождаться этих новостей прямо за 20 минут до выхода протоколов, начать вебинар, посмотреть рынок, как подходят к выходу новостей, к каким уровням активы подходят, что нужно закрывать открытое, что можно открывать, от каких ближайших уровней. В общем, ситуация такая на рынке интересная складывается к этому моменту. Графики. Давайте смотреть графики. Золото у нас в покупке давно уже. Когда было? 10 число. 10 числа. Сегодня 21. 10 дней, 2 недели рабочие. И вот как раз я отметил на графике вертикальной линии эту линию ПОМС. Написал комментарий в 21 по времени терминала. И такой был такой был у меня сценарий, что если подходит ко времени новостей, цена подходит к уровню 2010, то можно здесь торговать в отскок, в разворот и, соответственно, и закрыть покупку. Но покупку даже раньше закрыть. Цель у нас на 2000 ровно. Она здесь уже подходит. И позавчера, в пятницу подходила, сегодня подходит. Ну, еще немножко и добьет. Значит, тогда по цели, закрытие по цели будет либо 2000, либо 2000 в течение дня, либо уже с новости по цене, по текущим ценам перед новостью, там за 15-20 минут будет вебинар. На вебинаре еще расскажу о том, что надо его закрывать. Евро-доллар. Сделки никакой открытой не было. Здесь ближайший уровень 0,930. Он был, ну, недалеко от него ушла цена. Не давал я его в сигналы 0,930. Если бы подошло к уровню вместе с подходом к новостям ФОМС, то было бы все понятно. Так я его не давал, но вот он тут потихонечку и превышает. Дальше уровень есть. Уровень 1.1030, но вот успеет ли сюда добраться? Сейчас 0,960, значит еще 70 пунктов. Если успеет, то будет понятный отскок. Но уровень, кстати, такой внутренний, не особо какой-то сильный, не очень красивый технически. Ну, посмотрим. Пока что по евро-доллару ничего нет. Фунт. Фунт тоже не в сделке. Ничего открытого не было. Фунт можно наметить 1.26. Здесь тоже стоит поставить вертикальную линию для сегодняшних новостей. Но рядом я поставил. Да, можно перейти на часовой график и поставить точно 21.
Вот он. И уровень 1.26. Вот так вот. Не обязательно, что туда пойдет, но если пойдет, то в отскок торговать стоит. И чем ближе это будет подходить к новостям, тем лучше. Австралийский доллар. У него есть уровень 0.66 по той же схеме. Но опять же, вот для всех этих разворотов, все, о чем я сейчас до сих пор поговорил, это золото, евро, фунт и австралиец. Это все валютные пары, обратные к доллару. То есть доллар в знаменателе. То есть, чтобы они пошли все дружно вверх, нужны какие-то позитивные новости по доллару. Что не будут снижать процентную ставку или будут повышать, да, или оставят такую же. То есть какой-то должен быть позитив. Либо нейтралитет. Даже если будет нейтралитет, то они пойдут в разворот, пойдут в снижение с большой вероятностью, потому что уже тренды вверх сходили. То есть нужен и выдох рынку. Нужен уже разгрузка. Австралиец 0.66, D1 даже уровень. И также дам комментарий FOMS. Франк прошел немножко вниз. Здесь уровень ближайший 87,60, 88. Через каждые 40 пунктов ступенечка. Вот я отметил красным этим отрезком движение, возможное движение вниз, но пока что ничего так ярко не пошло. Та же совершенно схема, только все перевернуто. Тот же комментарий FOMS. Стрелочку, почему я вчера не поставил. Вот такой сценарий. Может быть и ближе. На вечернем вебинаре посмотрим. Иена. Вчера закрыли прибыль 250 пунктов, наконец-то, от 151 отскочила, пошла. И даже больше, но на это уже не рассчитывали. Хотя теперь виден этот разворот. И возможно, что это разворот уже по доллару. Заранее такой разворот. Все еще вверх. Иена уже развернулась. Ну, оставим ее пока в покое. Канадский доллар ни то ни сё между уровнями. Тоже оставим в покое. Нефть. Красивые какие-то фигуры выписывает. 75 отменен уровень. Пока что 74 тоже отменен. Пока что понятен самый низ. 72,50 на H4. От FOMS это никак не зависит. Ну, есть зависимость, но небольшая совсем. Промежуточный какой-то уровень здесь брать в покупку. Можно брать 75 с расчетом на то, что это будет напоминать какой-то такой размытый, угловатый голову плечи, перевернутую. Фондовый рынок S&P 500 идет на 4600. NASDAQ превысил уже 16 тысяч. И куда же он идет? Есть у него еще повыше уровни. Ну, посмотрим вечером это. Так, чтобы он прям дошел сейчас перед новостями еще $600, это вряд ли. А Германия есть под продажу от 16 тысяч. Газ ждем на 3.0. Еще чуть-чуть осталось. Биткоин в каком-то своем боковике. И Ripple ждем на 58.20. Вот так вот у меня вкратце такой обзор. Вопросов не вижу. В течение дня будет голосование на вечерний вебинар. И если наберется желающих, то проведем вечерний вебинар. Посмотрим, что там будет на минутках. У меня на этом все. Всем хорошего дня. Всего доброго. До вечера.